В этом видео я расскажу вам, как можно модернизировать свой ноутбук. Всем привет, меня зовут Олег Зинчук и вы на канале Device. Начнем мы из ROM памяти, он же Winchester, он же жесткий диск. Это устройство, на котором хранится вся ваша информация, операционная система, файлы. В большинстве ноутбуков стоит HDD Winchester, но не так давно начала набирать популярность CCD память. Разница между этими двумя видами памяти в скорости чтения, записи и в объеме хранения информации. CCD память намного быстрее, чем HDD память, но HDD память имеет больший объем хранения информации. Первый вид памяти CCD стоит намного дороже, чем HDD, но их можно использовать как вместе, так и отдельно. Отдельно, я думаю, тут все ясно, не будем на этом останавливаться. А для того, чтобы использовать их вместе, нам понадобится адаптер OptiBay. Ваша старая память HDD остается на своем месте, а покупая дополнительную память, которая быстрее в скорости CCD, ставим с помощью адаптера OptiBay вместо CD-DVD привода. Использовать их я предлагаю таким образом. На CCD память ставим операционную систему, все программы, которые мы очень часто используем, а на HDD память записываем файлы, музыку, фильмы и другую разную информацию. Итак, с модернизацией ROM памяти мы закончили, идем дальше. Перейдем к экрану ноутбука и я расскажу вам еще про два способа модернизации ноутбука. Для дальнейшей модернизации ноутбука нам нужно знать детальную информацию о нем. Для этого можно использовать различный софт, но я предлагаю использовать программу CPU-Z. Это бесплатная программа, вот она уже у меня установлена. Это программа для сбора информации о вашем ноутбуке. Ссылку на сайт производителя и там, где вы можете скачать актуальную версию, я оставлю под видео. С помощью этой программы мы будем работать для модернизации процессора и оперативной памяти. Качаем, устанавливаем и запускаем нашу программу. Видимо, у меня версия не актуальна, но сейчас я не буду обновляться. Начнем мы из RAM памяти, она же оперативная память. При запуске программы мы попадаем на вкладку CPU. Видим информацию о процессоре, но об этом позже. Сейчас переходим на вкладку CPD. Здесь мы видим информацию о оперативной памяти, тип, объем производителя. Для того, чтобы узнать, какой максимальный объем оперативной памяти поддерживает наш ноутбук, нам лучше всего это узнать на сайте производителя ноутбука. Нажимая на вкладку Memory Slot Selection, мы можем узнать, сколько планок RAM памяти у нас стоит. Вот нажимаю слот 2 и видим, что у нас здесь пусто. Это означает, что второй слот у меня не задействован. Первым мы видим информацию. Тип памяти DDR3. Видим какой объем памяти. Видим фирму производителя памяти. Если мы планируем добавлять оперативную память, а не делать замену, то нам нужно ставить планку того же производителя и с теми же характеристиками, ну кроме объема. Если же мы будем менять, то нам нужно знать только тип памяти, поддерживаемый ноутбук. В моем случае это DDR3. Ну и перейдем к последнему апгрейду, это процессор. Здесь немного посложнее. Для того, чтобы заменить процессор, нам нужно узнать детальную характеристику вашего ноутбука. С помощью той же программы CPU-Z переходим на вкладку CPU. Здесь нам нужно узнать сокет. Page. Видим. Socket 989 RPGA. Процессоры в корпусе RPGA могут быть заменены в домашних условиях. Процессоры в корпусе FCPGA распаяны на материнской плате. Их замена возможна только при наличии опыта пайки BGA микросхем. Идем дальше на вкладку Mainboard, что в переводе на русский язык означает материнская плата. И здесь нам нужен раздел South Bridge, в переводе означает южный мост. Этот параметр нам тоже важен для подбора процессора. Еще нам нужно узнать, какой мощности у нас процессор. Это нужно для того, чтобы подобрать нам новый процессор под нашу систему охлаждения.
Для этого переходим в вкладку CPU и видим модель процессора у нас. Intel Core i3 370M. Вводим эту модель процессора в поисковой системе. И переходим на сайт производителя. И смотрим здесь детальные характеристики. Видим, что мощность у нас 35 Вт. Это значит, что для моей системы охлаждения новый процессор не должен быть больше 35 Вт. В противном случае процессор будет сильно греться. Итак, что же мы имеем для выбора процессора? А мы знаем модель ноутбука, модель материнской платы, модель южного моста, модель процессора и его мощность. Опять же, вводим в поисковую систему модель материнской платы или модель южного моста или сокет процессора и ищем информацию в интернете. В моем случае наиболее удобный в использовании оказался сайт comprom.kyiv.ua. На нем детально и удобно расписано о процессорах фирмы Intel. Теперь мы здесь ищем сокет и модель южного моста. Вот видим наш сокет и модель нашего южного моста. Открываем вкладку. Здесь мы видим процессоры, которые поддерживает наш ноутбук. Но не забываем про систему охлаждения. Видим, что эти процессоры у нас, мощность у них до 35 Вт. Тогда как эти уже 55 Вт. Видим, что у меня стоит процессор Intel Core 370M. Максимум, что я могу поставить под свою систему охлаждения, чтобы ноутбук не перегревался, это процессор Intel Core i7 6040M. Надеюсь, я помог вам с вопросом модернизации ноутбука. Может быть, у кого-то остались какие-то вопросы или идеи, как еще можно модернизировать ноутбук, или пожелания, пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Буду рад, если подпишетесь на канал. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.